Меня зовут Никита, мне 36 лет. Хочу поделиться своим опытом четырехдневного сухого отказа от воды. Ехал я из Уфы, ехал специально автостопом. Если бы не автостопом, то приехал бы я, конечно, в 2 раза быстрее, но это время я использовал и для уединения, и для продления влажного отказа. У меня был достаточно большой опыт влажного отказа, порядка 3 лет. 5 дней на воде я спокойно провожу. Вот, значит, приехал я сюда уже готовенький. До этого должен сказать, что я тщательно изучал все видео с вами Сатмарги, наблюдал за с вами Сатмаргой порядка 2 лет, и приехать сюда для меня было просто сказкой. Порядка 2 дней я пребывал в ощущении, что нахожусь где-то на другой планете. Я видел все то, о чем мечтал на протяжении этих 2 лет. Все эти места, а главное озеро, в котором купается с вами Сатмарга. С вами Сатмарга очень тепло меня встретил. Сразу же сказал, что мне надо сделать очистительную клизму. И после клизмы он провел мне тщательный инструктаж. Сначала спросил мои интересы по жизни, спросил о наличии хронических заболеваний, и далее инструкция по ходу сухого отказа. Что немаловажно оказалось для моего опыта, он мне посоветовал чаще купаться, так как это мой первый опыт. С утра я еще недостаточно восстановился после очистительной клизмы, она была с солью. У меня была небольшая жажда, и я сразу же пошел купаться. И в воде я ощутил восхитительное ощущение напитывания. Я понял, что я буду этим пользоваться, этим советом с Сатмаргой. Возьму его за ключевой. И далее, каждый раз, когда я хотел пить, я шел купаться. Со временем я понял, что мне надо купаться каждые 2 часа. Достаточно забавно, потому что вроде бы мы отказываемся от воды, а в то же время поначалу мы очень сильно к ней привязаны. Это все истинное парадоксально. Купался я каждые 2 часа вне зависимости от времени суток, вне зависимости от погоды. После каждого купания я ощущал сытость. Так проходили дни за днями. Каждый день я гулял минимум 5 часов. Я гулял не просто так. Я гулял в волшебном лесу и собирал грибы. Здесь очень много белых грибов. Если в Башкирии можно найти 1 гриб за день, то здесь за день можно насобирать. Я насобирал порядка 3 килограмм. По самочувствие прекрасное. Недомогания были, но все они очистительного характера, встречались мной с удовольствием.
ночью, в последние 2 дня, мне понадобилось сделать массаж живота. Я делал массаж обеими руками снизу вверх. И также, как советовал с вами Сатмарга в видео, массировал желчный пузырь. После этого я мог опять заснуть. Я каждый день высыпался, спал по 8, иногда по 8,5 часов. Теперь расскажу о том, как я готовился сюда прийти, о важных аспектах, наиболее важных аспектах. Сухой отказ – это не для каждого. Нужна выдержка. И главное, нужно принятие, о котором говорит с вами Сатмарга. Без принятия, любой негатив приведет вас к чувству голода. Что самое главное, я для себя вывел: вы ни на 10 минут не должны чувствовать ощущение голода. Да, еще должен сказать. Конечно, сухой отказ – это не сахар. Это для сильных духом. Купаться каждые 2 часа в воде 12 градусов, под дождем, под сильным ветром, в волнах, накатываемых сильным ветром. Непросто. Но с вами Сатмарги есть все, чтобы легко пройти этот опыт. На второй день я очень сильно замерз. Но в центре острова есть все для сухого отказа. И здесь есть теплый пол. Он находится прямо в домике, в котором я располагался. Теплый пол меня просто спас. Благодаря нему, я считаю, я прошел 4 дня сухого отказа с здоровыми почками. Это все. Я бы еще хотел снять как я выгляжу, и вес, свой вес. Оба удивления, 79 килограмм. Мой обычный вес 86. Получается 7 килограмм за 4 дня влажного и 4 дня сухого. Самое интересное, что я сегодня утром открыл, когда я вращал позвоночником, все позвонки хрустели. Может быть, сейчас будет слышно. Я сразу подумал, у кого есть какая-то грыжа, она непременно втянется. Потому что грыжа же это влажность, влажный диск. Ну, то есть будет очень сильная предпосылка для того, чтобы она всосалась при наличии упражнений. Спасибо, с вами Сатмарга. Спасибо, Элина.